Приветствую на канале. Я Кузнецов Роман, социолог. В этом году мы провели исследование и выявили критерии идеального депутата. Сейчас мы рассмотрим такой критерий, как личное ведение социальных сетей. Я так понимаю, что уже есть регламенты работы федеральных депутатов для того, чтобы они создавали свои аккаунты в социальных сетях и вели их. Ну и там в том числе делали лайки, репосты и так далее. Но большинство, если мы посмотрим депутатов Госдумы, то большая часть депутатов ведет свои социальные сети с помощью профессиональных помощников. И, как правило, это протокольные какие-то фотографии, протокольное видео. Да, достаточно формально все. Там заседание, вручение каких-то грамот, получение этих грамот и так далее, обсуждение законодательных инициатив. А люди, респонденты на фокус-группах, нам говорили про то, что желательно увидеть человека за должностью депутата. В этом смысле хорошо ведет свои социальные сети Валуев. У него там есть и баня, рыбалка, где он включает телефон, сам что-то комментирует. Это располагает. Давай. И резко, не двигай, вот так вот, фокус теряется. Готов? Да. Дорогие друзья, всем доброго дня, хорошего настроения. Уже поспел урожай. Самая моя любимая ягода – это жимолость. Изначально, скажем так, статус депутата, тем более Государственная Дума, он выше, а обычно граждан немного ниже, да, такой социальный статус, социальный капитал. А когда депутат отвечает напрямую, это сокращает пользователя, да? Это располагает да, себе. Они находятся на уровне. То есть депутат не воспринимается уже как какой-то барин, да? Да. И если говорить про сетевую эпоху, в которую мы сейчас все погружены, да, в информационную среду, то есть и обратный процесс. То есть, с одной стороны, депутаты должны идти в социальные сети, вести свои страницы, отвечать на комментарии пользователей, в том числе и отчитываться о проделанной работе. Так делает, например, депутат Холодов из Вологодской области. Через социальные сети отчитываться, да? Да, да. А что именно? А вот вы посмотрите, вот здесь есть примеры, как он отчитывается. С другой стороны, люди, которые стали популярными в социальных медиа, в том числе и в YouTube, могут легко занять депутатское кресло, потому что у них есть узнаваемость, есть популярность, и электорат готов за них голосовать. Яркий пример – это, конечно, Шарий на Украине, когда человек сначала выступал, просто комментировал какие-то политические события, потом создал партию Шария, и сейчас, не приезжая в Украину уже там несколько лет, тем не менее, его партия занимает места в парламенте, и они качают определенную повестку. Я думаю, и Дудю предлагали или как-то намекали на участие вот в этой избирательной кампании, чтобы пройти там, как лидер либеральной партии в парламент. Тем более у молодежи. Да. То есть он бы, партия, где лидером был бы Дудь, набрала условно 5%. То есть достаточно проходная была бы история. Подожди, а этот запрос, он, как ты считаешь, он идет от молодежи или, в принципе, и старшее поколение, они тоже хотели бы, чтобы депутаты также были более активны в социальных сетях, или, может быть, для них это не так важно? В большей степени это от молодежи, потому что люди уже полностью живут в этой среде социальных медиа. Но и также те, скажем так, взрослые люди, которые погружаются в интернет более глубоко, начинают смотреть какие-то видеоролики, там, вести свои личные социальные сети, они тоже хотят, чтобы их депутат был в этих социальных медиа, потому что так удобнее будет общаться. То есть это хорошая возможность донести свою позицию непосредственно до депутата без официальных запросов, каких-то бумажек, кому-то идти, зачем можно написать и все, и получить ответ. Это хорошая возможность для всего поколения, но, конечно, в большей степени молодежь. А нет такого, что депутаты не стремятся выкладывать такую достаточно личную информацию, потому что потом сейчас любую фотографию, которую выкладывает публичный человек в интернет, это сразу подхватывают какие-то средства массовой информации, социальные медиа, и начинают эту тему раскручивать, как человек там на отдыхе был, как он выглядел, что он делал, что он сказал, где он отдыхал. И тем самым люди не хотят немножко привлекать внимание к своей личной жизни, но и в принципе к своему образу жизни. Так как он известный... Часто из постов делают с какого-то достаточно посредственного поста, который, там отдых постят и все люди, депутаты и не депутаты, но иногда из этого делают такую новость, скандальную порой.
Так как он известный и депутат это публичное лицо, он должен вообще исходить из того, что вся информация может быть публична. То есть примеры, где даже если ты сам не выкладываешь в социальные медиа, это тоже может появиться в социальных сетях. Поэтому лучше, конечно, выкладывать. То есть понимать, что все может быть опубличено. Так проще. Еще один момент. Вот мы сейчас выделили критерий идеального депутата. И личное ведение социальных сетей воспринимается как возможность для повышения своей узнаваемости, лояльности, доверия со стороны избирателей. Но, я думаю, через 5-7 лет личное ведение социальных сетей это будет как обязательство, а возможно обязанность депутата. И это уже будут зарегламентированные процедуры, на которым депутат должен строго следовать. Потому что сетевая эпоха идет к нам навстречу. И главный вопрос. Как ты считаешь, должен ли президент вести социальные сети от своего именно лица лично? Потому что Зеленский он ведет, например. Да, но кто Путин? Я думаю, что Путин нет. Президент России. Я думаю, что Путин нет, а следующий, возможно, да. До того, как это стало популярным, вести социальные сети, в свое время Дмитрий Анатольевич Медведев вел лично социальные сети, и я был подписан на его фотографии, там с вертолета он фотографировал главное здание МГУ. Ну кто еще в Москве смог вот так летать и фотографировать? Просто там у 2 человек была возможность летать над Москвой, по-моему, так низко на вертолете, у него и Путина. И он нас радовал такими фотографиями. Вот это подчеркивает, что идеальный критерий, один из идеальных критериев он выполнял. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, до встречи.